передача. День. Люди. События. Выпуск посвящен заседанию по теме «Кадры для промышленности. Подготовка к новой индустриализации. Проблемы, решения». Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбрадин рассказал о проблемах, связанных с подготовкой кадров для предприятий легкой промышленности. Андрей Валентинович, испытывают ли предприятия легкой промышленности дефицит в кадрах? В нашей отрасли одна из самых тяжелых ситуаций по дефициту кадров. Это еще в значительной степени связано с тем, что 20 лет из 30 постсоветского периода отраслью вообще никто не занимался. Да и сейчас, несмотря на то, что она входит в список приоритетных, уровень господдержки находится на одном из самых последних мест среди других отраслей. В связи с этим у нас жесточайший дефицит кадров, причем на всех уровнях. Дефицит швей, дефицит технологического персонала, мастеров и так далее. Сейчас швею найти — это целая проблема. Но и не только швею я могу перечислять бесконечно. Сотрудничаете ли вы с учебными заведениями для привлечения молодых специалистов? Мы стараемся взаимодействовать с учебными заведениями, но уровень подготовки специалистов не отвечает современным требованиям. Это касается почти всех отраслей. Рынок и технологии меняются с большой скоростью. И чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно внимательно следить за этими процессами, воспринимать и внедрять новые решения. Профтехобразование в очень плохом состоянии по стране на сегодняшний день. Здесь есть очень много проблем. Мы одно развалили, а другого ничего так и не построили. Какие меры сегодня должно реализовать государство для преодоления острого кадрового кризиса в промышленности? Для дальнейшего развития легкой промышленности в нашей стране необходима четкая производственная программа и гибкое государственное регулирование в интересах национального частного бизнеса. Наш рынок второй после продуктового, его оборот составляет 4 триллиона рубль. Но мы производим всего 18%, то есть 700-800 миллиардов рублей — это очень мало. У нас есть отдельные экспортные удачи, но они штучные. Надо вкладываться в импортозамещение, а не в экспорт. Сейчас для этого как раз есть условия. Кроме того, вопрос снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда для нашей отрасли является очень болезненным. Наша отрасль одна из самых ресурсоемких. С этой точки зрения, нужно менять в отрасли подход к налогообложению, в том числе заработных плат. Это приведет к тому, что заработные платы вырастут. Сегодня средняя зарплата швеи по стране в 1,5 раза выше уровня МРОТ. Сейчас ситуация изменилась в связи с локдаунами, изменением логистики, протекционизмом, и швейные мощности загружены на 100%. Найти свободную швейную мощность не так просто. Поэтому сегодня в крупных городах швея получает уже более 100 тысяч рублей, однако, количество занятых может стать еще больше. Для этого есть желание и возможность развиваться, есть потребности внутреннего рынка. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.